это Бабл на канале Технозон с обзором Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Достаточно интересный девайс, но я буду очень и очень придирчивым сегодня, потому как я выбираю смартфон для себя. После того, как я попользовался OnePlus X, мне очень захотелось следующий свой смартфон иметь именно на Snapdragon. В данном смартфоне есть Snapdragon 636. Но вот меня волнуют все остальные вопросы. Это качество сборки, это качество батареи и это качество съемки. А также очень сильно хочется, чтобы экран был никак не хуже, чем у конкурентов в его ценовой категории. Чуть далее в видео мы с вами посмотрим распаковку, детально его рассмотрим, установим синтетические тесты типа 3D Mark и AnTuTu, а также протестируем скорость с помощью Speed Test. Ну и еще я решил провести тротлинг-тест, дабы показать самую честную картину работы этого процессора. Забегая наперед, я могу сказать сразу, что многие, увидев тротлинг-тест, делают какой-то неоднозначный вывод, но я там же в тротлинг-тесте сделал интерпретацию результатов, поэтому советую досмотреть до этого момента. Вот насчет камеры. И двойная фронтальная, и двойная основная камера оснащены искусственным интеллектом, который помогает выделить основной объект съемки и осуществить настройку камеры в соответствии со сценой вокруг этого основного объекта съемки. Ну или как-то так. Снимки, которые получились у меня на эту камеру, вы можете увидеть сзади у меня на фоне. Но в отличие от других обзорщиков, я не буду рассказывать, насколько классная камера в этом смартфоне. Либо насколько она хорошо работает, либо насколько она классно делает селфи, потому что я сделаю проще. Я выложил все оригиналы снимков и видео в описании под видео. Вы можете зайти, кликнуть на ссылочку, скачать и рассмотреть сами, насколько здесь хорошая, либо плохая, на ваше мнение, на ваш взгляд, камера. Я не могу в силу своих компетенций сказать, насколько здесь лучше камера, чем в других смартфонах, или хуже. Я могу лишь сказать, насколько она понравилась мне. А мне камера действительно понравилась. Конечно, в ночное время суток она могла бы снимать с меньшим количеством шумов, но я вам скажу, учитывая его цену, это просто охренительная камера. А что касается батареи, то у меня получилось выжать из него 14,5 часов очень напряженной работы. А это интернет, это игры, это прослушивание музыки и просмотр некоторых видео в YouTube. Насчет звонков порядка 40 минут. Но я вам скажу так, на форумах есть фото, где ребята показывают почти 16 часов очень даже напряженной работы этого смартфона от одного заряда батареи. В остальном всем этот смартфон не лишен недостатков. И в процессе обзора и тестов данного смартфона мы обсудим, какие же там есть недостатки, насколько они критичны. Но есть один недостаток, о котором я заявлю сразу, это отсутствие NFC. Да, мне не хватает NFC, и вот цель моего видео была такова, чтобы понять, насколько я готов простить китайцам отсутствие NFC в этом девайсе. Ну уж очень сладкое соотношение цены и качества самого этого смартфона. Кстати, ссылочку на этот смартфон я положил в описании под видео. Но заранее скажу, что этот смартфон я все-таки пока оставлю себе, потому что ко мне идут еще смартфоны на обзоры и на тесты, и из них я тоже буду выбирать себе постоянный смартфон. Но если не хотите пропустить данные тесты и обзоры, то советую подписаться и нажать колокольчик, а еще подписаться на наши группы в Facebook, Viber, Контакт, дабы не пропустить очень всего много интересного. Но я предлагаю взять данный смартфон и перейти посмотреть распаковку, тесты и игровые возможности данного смартфона. И я говорю свое фирменное. Поехали! Дождались наконец, дождались. Глобальная версия Redmi Note 6 Pro от Xiaomi. Сзади у нас на коробочке все на английском языке. Здесь написано, что есть селфи-камера 20 мегапикселей плюс 2 мегапикселя селфи, есть 12 мегапикселей плюс 5 мегапикселей дуал-камера основная, 6.26 экран и 4000 мАh. Это версия Redmi Note 6 Pro Black, 3 гигабайта памяти на 32 гигабайта хранилища. Больше ничего на коробке нет, поэтому давайте же скорее открывать. Она у нас в пленке полностью. Как всегда, плохо открывающиеся коробки. Та-дам! Redmi Note 6 Pro. Я вам скажу, я достал его из коробки, и что я могу сказать? Он легче, чем, например, тот же OnePlus X, который у меня был до этого. Давайте пока отложим наш телефон, посмотрим сразу, что есть в коробке, чтобы не затягивать потом, чтобы потом не терять драгоценного времени. Вот есть скрепка, которую мы отложим. Есть чехол из коробки, это очень хорошо. Я смотрю, это становится уже трендом у таких производителей, как Xiaomi, у OnePlus. Ну, не знаю, насколько это хороший, удобный чехол, посмотрим. Откладываем. Есть зарядочка.
5 вольт 2 ампера. К сожалению, не думаю, что здесь быстрая зарядка, при этом ничего об этом я не нашел. И стандартный кабель microSD. Ну, отложим это нам не нужно. Ну а теперь поехали по самому телефону. Внутри у нас Snapdragon 636, 8 ядер 1,8 ГГц, графический процессор Adreno 509. Это версия 3х32, но здесь стоит LPDDR4X 1333 МГц, 4 канала и 32 гигабайта хранилища eMMC 5.1. Также в спецификации указано, что здесь есть поддержка microSD до 256 гигабайт, но это скорее всего гибридный слот. Давайте сразу вскроем слот, начнем со слота. Эх, да, слот у нас гибридный, и вот это вот идеальный вариант для тех, кто любит делать сэндвичи из сим-карт. Голь на выдумку хитра, придумаем что-то. Давайте снимем сразу пленку с экрана. Тут у нас установлен дисплей 6,26 дюйма с разрешением 1080 на 2246. Это Full HD+. Соотношение сторон 19:9. Плотность 398 пикселей на дюйм. Кстати, производитель данного дисплея является Tianma. Экран из изогнутого стекла 2,5D. Сбоку у нас расположились качелька громкости и кнопочка питания. Кнопки достаточно мягкие, кнопка питания, возможно, немного люфтит, но это тоже моя, скорее всего, придирчивость. Задняя крышка из алюминиевого сплава с пластиковой рамкой. То есть вот эта вот рамка у нас пластик, а крышечка у нас это алюминиевый сплав. Сзади у нас разместился сканер отпечатков пальцев. Хотя хотелось бы, чтобы Xiaomi перенесла свои сканеры отпечатков пальцев наконец-то уже спереди экрана, либо под стекло вообще. Очень радует наличие разъема для наушников 3.5, потому что в текущем тренде избавления от данного разъема это очень даже хорошо. Вот мы его включили, он заряжен из коробочки. Посмотрим, насколько он продержал заряд, пока шел ко мне. Из коробки у нас предустановлена MIUI 9. Вот так вот. О том, как его настроить, мы разберем с вами позже. Сейчас я хочу вернуться к задней крышке и обсудить наши камеры. В глобальной версии сзади установлено две камеры. Одна на 12 мегапикселей, это сенсор Samsung S5K2L7 с апертурой 1.9 и размером пикселя в 1.4. А вторичная камера это 5 мегапикселей Samsung S5K5E8 с размером пикселя 1.12 и апертурой 2. Также они поддерживают замедленную съемочку 120 fps и ручную задержку до 1,8 секунды максимально. Вот по селфи-камере у нас немножечко другая ситуация. Основная у нас 20 мегапикселей Samsung S5K5T1 и вторичная у нас на 2 мегапикселя OmniVision OVO 2A10. В принципе, неплохое сочетание камер. Кстати, хочу обратить внимание на монобровь, которая стала уже трендом, но я вам скажу, что после OnePlus X я достаточно уже привык к такому исполнению, и меня это уже совсем не напрягало. Видимая часть экрана занимает практически всю поверхность, сверху есть небольшие рамки, и снизу у нас тоже есть рамка, которую достаточно хорошо видно. Вот, кстати, я начал настраивать телефон, и сразу первое, что бросается в глаза, это вот слабая оптимизация под разную локализацию. Мы видим, что фраза подключения к интернету букву У практически заваливает за экран. Но это в принципе лаги самих китайцев, которые все-таки не могут доработать нормально глобальные прошивки. Даже такую мелочь она бросается в глаза. Сразу же при настройке оно предлагает вам настроить Voice, Match и ассистент. То есть здесь из коробочки есть встроенный ассистент и полная его поддержка. Он предлагает сразу задать отпечаток пальца. Поэтому мы это тоже сделаем, дабы нам проверить, как же работает сканер. Процесс добавления отпечатков очень быстр и удобен. Сразу после настройки хочу проверить разблокировку сканером отпечатков пальцев. Это не вызывает никаких проблем, это хорошо. Но есть один минус, который я заметил, который мне не нравится. Возможно, я сильно придирчив, но при наборе срабатывает виброотклик. Это очень хорошо, но плохо то, что он жестковат. Знаете, когда держишь в руке, возможно, это можно настроить, когда держишь в руке, не есть комфортно. То есть я не испытываю комфорт при печати. Я надеюсь, что это регулируется, но изначально вибромотор жестковат, он очень сильно отдает в корпус, в эту часть, не знаю, но это, скорее всего, я придираюсь.
Так, после настройки мы можем поговорить более детально об этом смартфоне и о его технических возможностях. Как мы видим, он подключился к 5 ГГц сети Wi-Fi, а поддерживает он следующие стандарты: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, GN 5 ГГц. Также он поддерживает технологии AC Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display и Wi-Fi Hotspot. По коммуникативным возможностям данный смартфон поддерживает 4G, 3G и 2G. Главное, что из 4G он поддерживает банд 20. Обычно это насущная проблема дальних регионов. Либо там, где есть плохое покрытие обыкновенного 4G. О всех коммуникативных возможностях вы можете прочитать на сайте производителей. Не буду вдаваться конкретно, какие частоты он поддерживает, но это достаточно большой набор частот. Вот что мне в нем очень сильно понравилось, это то, что у него есть Bluetooth 5.0, который поддерживает режимы A2DP, HAD, LE. Также он поддерживает кодеки aptX-B, aptX-HD. То есть вот это вот очень круто. Почему? Потому что я недавно делал обзор Xiaomi Mi Bluetooth Headset, наушников, которые поддерживают aptX технологию. И поверьте, в паре с этими наушниками это будет звучать очень-очень-очень хорошо. GPS включен по умолчанию. Кстати, насчет GPS. Он поддерживает как GLONASS, так и GPS, так и AGPS, также и Beidou. То есть это такой мультифункциональный GPS-трекер. Неплохо. Меня очень сильно расстраивает то, что здесь USB 2.0 и нет USB Type-C, но зато очень хорошо, что здесь есть поддержка OTG. В монобровь у нас встроены сенсор интенсивности освещения и сенсор приближения. Также у нас здесь есть акселерометр, компас и гироскоп. В данной модели также есть и LED-оповещение. Кстати, есть небольшой секрет: в данном смартфоне можно включить функцию распознавания лица, если при первоначальной настройке выбрать регион Индия. Насчет оболочки. MIUI 9.6 работает достаточно отзывчиво, никаких лагов, тормозов я не заметил во время тестирования. Плюс она основана на Android 8.1.0 Oreo. Это текущая прошивочка. К тому же, я так понимаю, что Xiaomi обещает обновить до MIUI версии 10. И это тоже очень неплохо. Одним из характерных преимуществ Xiaomi смартфонов это наличие инфракрасного порта и такого приложения, как Mi Pult, где вы можете добавить любой пульт, будь то телевизор, приставка, кондиционер, вентилятор, смарт-ТВ боксовый ресивер, да в принципе все, что хотите. Вот это вот очень удобная функция, за которой он мне очень сильно нравится. Но теперь мы его немножечко критически оценим, мы установим различные тесты, мы проверим Antutu, мы проверим 3D Mark, мы проверим температуру и тротлинг, и при этом мы еще пойдем и пофотографируем с вами на улицу и немножечко пофотографируем в темное время суток. Кстати, чехол из коробки это такой себе бомж Edition, потому что по бокам вот этот вот чехол он будет болтаться как щеки старого спаниеля, к сожалению. Поэтому чехол это так до того момента, как вы купили себе нормальный хороший чехольчик. Ну а сейчас я буду все устанавливать, и мы включимся уже немножечко позже. Также силиконовый чехол, который идет в стоке, если вы положите в таком чехле телефон на стол, то он будет тереться камерой. Камера выступает за пределы чехла, и такой чехол не нужно использовать, и побыстрее его нужно сменить. Это один из минусов данного смартфона, вернее, один из минусов чехла, который поставляется в базовой комплектации. Но здесь стоит учитывать и то, что камера достаточно сильно выступает по корпусу. И если использовать смартфон без чехла, то это вообще будет лежать просто камерой на самом столе. А я уже все установил, и хотелось бы приступить к каким-то тестам, уже к обзору. Давайте посмотрим в AIDA 64, что же нам покажет AIDA 64, а она показывает следующее. Это тип устройства Phablet, Xiaomi Redmi Note 6 Pro, всего памяти 2,7, доступная память 1,2, то есть после перезагрузки. Ну, в принципе, большего не стоило ожидать. Центральный процессор мы видим, что у нас 8 ядер, 4 из которых Creo 260 HP и 4 из которых Creo 260 LP. 4 ядра работают на скорости 1,8 ГГц и 4 ядра работают со скоростью 1,6 ГГц. 64-битная структура, 14 нанометров.
А вот по экрану для меня не очень понятна ситуация. Дело в том, что заявленная производителем 1 dpi, а здесь выдает 403 dpi. Wi-Fi 5 ГГц показал хорошие результаты: 127 мегабит на закачку и 287 мегабит на отдачу. Давайте попробуем 2,4 ГГц. 2,4 ГГц не показал каких-то ошеломляющих результатов. Это 22,8 на закачку и 15,7 на отдачу. Но, в принципе, я вам скажу, модуль Wi-Fi достаточно неплох. Пробуем теперь 3D Mark. Мы попробуем тест Slingshot Extreme и Ice Storm Extreme. Я вам скажу, держится FPS порядка 60, от 30 до 60, но не ниже 30. Это очень хороший показатель для этого теста. И у нас по результатам теста Ice Storm Extreme показалось, что здесь общая оценка максимум. Вот так вот. Graphics тест 1 это 58 кадров в секунду, тест 2 41 и физический тест 46. Я специально запустил этот тест, чтобы показать, что на нем можно поиграть все игры, которые вот практически есть в Play Market на текущий момент. А вот тест Slingshot Extreme покажет, сколько наше устройство может соревноваться с устройствами с поддержкой OpenGL ES3.1 и Vulkan. Конечно, тесты на технологии OpenGL ES3.1 и Vulkan не так быстры, как хотелось бы. Результат теста готов, и вот в OpenGL ES3.1 он набрал 952 балла, а в Vulkan он набрал 758 баллов. Я вам скажу, не стоит вообще сейчас обращать внимание на OpenGL ES3.1, играть на этом смартфоне можно. Давайте смотреть дальше. Antutu. Ну, в Antutu он набрал 114 709 баллов. Я честно вам скажу, это немножечко меньше, чем я ожидал. Поэтому у меня есть такая мысль, что этот телефон может быть и тротлит. Попробуем, не знаю. 114 709 баллов. Я видел другие результаты, поэтому у меня есть небольшие сомнения. И вот наши результаты тротлинг теста. И некоторые специалисты скажут: о, да он тротлит. Ребят, я вам сейчас интерпретирую данные результаты. Дело в том, что тротлинг-тест выполняется сразу на всех 8 ядрах. Но данный процессор реализован по технологии Big Little, то есть всегда работают либо 4 ядра энергоэффективных, либо 4 ядра производительных. Поэтому я вам скажу, падение производительности до 76% в тротлинг-тесте это ни о чем. То есть фактически я могу сказать, что процессор не тротлит вообще, потому что если бы мы делали тротлинг-тест на отдельные 4 ядра энергоэффективные, либо на отдельные 4 ядра производительных, то мы бы тротлинга не увидели бы никогда. Поэтому вопрос с тротлингом закрыт, тротлинга нет. И что же теперь? Мне остается только проверить, как можно поиграть на этом смартфоне, потому что я преимущественно играю. В World of Tanks я включил высокие настройки, я включил 60 FPS, включил среднее отображение растительности и тени. Вот на таких настройках мы сейчас с вами попробуем пойти в бой. И это, товарищи, 60 FPS на высоких настройках. Никаких тут проблем, приколов, либо вообще каких-либо подводных камней нет и быть не может. Но вот есть еще один минус, который мне, откровенно говоря, не очень нравится. Закругление экрана смазывает информацию, которая может быть в углу. Это как касается этой части и этой. То есть в погоне за трендами Xiaomi немножечко пренебрегла удобством пользователя. Да, это 60 FPS, невырубаемо на высоких настройках. Поэтому с World of Tanks все понятно. В принципе, игровые возможности данного смартфона достаточно высоки. Поиграть можно практически во все. Ух ты, сзади кто-то. В общем, с World of Tanks все понятно, да, меня тут заколопуцали, 60 FPS, закругленность экрана меня немножечко расстроила, но это не критично. Ну и PUBG Mobile, куда уж без него. Ну, PUBG Mobile тоже очень хорошо и отлично работает. Я даже не буду тратить на это время, потому что игровые возможности данного смартфона достаточно велики, даже несмотря на то, что это не самый топовый процессор. Кстати, во время игры смартфон немножко нагревается. Держать абсолютно комфортно, никаких неприятных ощущений он не вызывает. Я думаю, что если одеть чехол, то этого можно даже и не заметить. Ну что ж, насчет нашего смартфона мы с вами посмотрели все, что я вам хотел показать. И в принципе можем пройти и прорезюмировать, стоит ли смартфон этот покупать, стоит ли он своих денег и насколько он стоит своих денег.
Не знаю, возможно, у кого-то он и вызывает двоякое ощущение, но я вам честно скажу, за такую цену я его действительно решил оставить себе. Несмотря на какие-то мелкие недостатки выпуклой камеры, немножечко люфтящие кнопки включения и выключения, закругленных уголков экрана, которые скрывают, совсем маленькую часть информации, и другие мелочи, которые, честно говоря, родились, из-за моей, скорее всего, придирчивости. А резюме команды Технозон таково, что данный смартфон является очень хорошим соотношением цены и качества самого смартфона. И данный смартфон мы рекомендуем к приобретению, но если вы используете одну карту, то вы можете расширить память своего устройства с помощью microSD карт. Но если вы используете две карты, наш вам совет брать сразу версию на 64 гигабайта. Так что если вам нравится то, что мы делаем, то ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.